Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю, неделя с 6 по 12 апреля. Давайте мы посмотрим, что вас ожидает в этот период времени. Какие вам карты выпадут сегодня, что же интересного у вас произойдет. Я напомню вам, что это общий таро-прогноз, что он не личный, он не персональный. Надеюсь, большинству из вас он подойдет и окажется полезным. Пишите отзывы, комментарии ваши оставляйте, буду очень рада. И также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны. Также буду очень признательна вам за такие действия. Итак, давайте посмотрим. У нас расклад сегодня на двух колодах. То есть первая колода основная. Кто смотрел мои расклады раньше, знают. Вторая дополнительная для уточнений, для разъяснения основных карт. И на каждый день недели мы достаем по одной карте из каждой колоды соответственно. И смотрим на те сочетания карт, которые у вас выпадут. Итак, раки. Неделя с 6 по 12 апреля. Представители знака Рак. Давайте посмотрим, что же у раков происходит в этот отрезок времени. Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта, которая у вас есть, это карта десятка мечей с картой императрица. Возможно, здесь какие-то будут переживания или волнения ваши, связанные с такой императрицей. Это может быть знак Телец, это может быть по императрице, может быть такая женщина, может быть для кого-то ваша жена или там, не знаю, ваша мама. Карта очень женская. Также здесь могут быть по десятке мечей какие-то стрессовые ситуации или переживания, связанные там, с вашими детьми, если они у вас уже есть, или, может быть, ваши переживания как женщины, да, из-за каких-то вопросов ваших, да, женских. Карта императрица, она в целом о том, что ваша духовная сила, она как будто немножечко может претерпевать вот это состояние уныния, отчаяния, дискомфорта, да, стресса, в котором вы можете находиться по императрице. Дальше идет карта девятка мечей. Она на вторник выпала как тоже тревога, переживания, какие-то, может быть, ситуации, где вы из чего-то страдаете или сомневаетесь, правильно ли поступаете, может быть, себя вините в чем-то. У кого-то просто плохой сон здесь может быть тоже. И по четверке кубков ощущение, что вот как будто бы вы чувствуете, может быть, обиду на что-то, или, может быть, вы здесь не уверены в том, опять-таки, правильно ли поступаете, или стоит ли принимать какое-то предложение, которое вам здесь дается, потому что вы обижены чем-то или расстроены чем-то, что не получилось, не удалось, и, соответственно, у вас есть это ощущение апатии здесь. Вам хочется замкнуться в себе, вам не хочется там с окружающими здесь о чем-то общаться или что-то обсуждать. То есть вы вот рассматриваете свои вот эти внутренние переживания, на них зациклены. Дальше идет восьмерка мечей. Вот здесь есть какая-то динамика уже, есть какие-то быстрые изменения, какие-то перемены, может быть, сообщения, звонки, новые люди, с которыми вы общаетесь. Но в целом есть вот эта какая-то скорость, которая вот набирает обороты, да, эта неделя к среде. И по восьмерке жезлов, ну вот здесь какой-то прогресс может происходить в делах, допустим. И вместе с принцессой дисков здесь может вам постучаться удача в дверь. То есть по принцессе дисков какой-то хороший шанс или возможность, которая вам дается, и у вас есть, да, возможность ее принять. Если вы будете достаточно решительны, может быть, общение с каким-то земным знаком зодиака, тоже это девы, тельцы или козероги. Также вы можете здесь какой-то прогресс в целом у вас может быть, да, какой-то прогресс там в делах, успех в делах, какая-то прибыль может быть небольшая, которую вы здесь получаете. Опять-таки, благодаря вашему усердию, настойчивости в каком-то вопросе, какой-то успех, который тоже может быть. Дальше идет туз мечей, и здесь есть больше понимания ситуации, здесь есть какая-то идея о том, как
какой-то вопрос для вас важный решить, может быть, найти выход из сложной ситуации для вас. И вместе с 8 пентаклей ощущение, что вот он успех, то есть вот я так вот могу добиться успеха, если так я могу решить проблему и решить какой-то вопрос успешно, да, что удача улыбается наконец-то мне, что вот я могу себя освободить от каких-то оков, каких-то уз тяжелых, если поведу себя смело и решительно, то есть как будто приходит решение, как найти выход из сложного вопроса. Дальше идет карта принцессы кубков, пажа кубков ее еще называют, как карта хорошей возможности, опять хороших новостей, хорошего такого импульса и толчка, который дает вам Вселенная вместе с принцем кубков. Может быть, в целом-то ваша стихия водная, может быть, связано это как-то тоже с водным знаком зодиака, раки, рыбы или скорпионы, или это сильно повлияет на ваши чувства, ваши эмоции, ваше внутреннее состояние. Может быть, даст чувство окрыленности, влюбленности или приподнятого настроения и более позитивного взгляда на вещи, да, чем это было, допустим, в начале недели. И дальше идет туз пентаклей. По тузу пентаклей какое-то новое начало, потому что это туз, это единица. И вместе с 6 мечей перемены, которые вас ведут к этому процветанию, к этой независимости, которая в вашей жизни будет. Может быть, вы видите здесь перемены к лучшему, вы понимаете, что вы сможете что-то изменить в лучшую сторону, и вам здесь дается хороший шанс на эту удачу, шанс на эту возможность. И вместе с картой смерть, которая сама по себе не говорит о чем-то трагичном, да, она не говорит о как таковой смерти, она говорит больше о трансформации, о перемене, которая происходит в вас в выходной день, соответственно, по карте смерть. И вместе с картой звезда у вас есть какая-то надежда, которая появляется, что после какого-то завершения, да, трансформации, изменения или понимания, что какой-то тяжелый период жизни завершается, что потом будет улучшение. То есть у вас появляется надежда на лучшее, надежда на просветление, надежда на какие-то значимые изменения позитивные в вашей жизни. То есть звезда — это вера в лучшее, которая у вас появляется, но понимание, что да, вот карта смерти, от чего-то негативного вы ушли, от чего-то вы должны будете освободиться, расстаться с чем-то и начать новый период, но вы понимаете, что он будет успешным, хорошим для вас. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для раков мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.